Сегодня, особенно на телевидении, принято ругать советское прошлое, а имя Иосифа Сталина у молодежи прочно ассоциируется с ГУЛАГом и репрессиями. В этом ролике мы покажем вам Сталина таким, каким его точно не покажут никакие официальные СМИ, и расскажем о его грандиозных проектах, как реализованных, так и незавершенных, о которых не принято вспоминать. Осознание. Сталин принял Россию с сахой, а оставил с атомным оружием. Эта фраза принадлежит Уинстону Черчиллю, одному из крупнейших политических тяжеловесов прошлого века. Если вы согласны с этим утверждением, ставьте лайк под видео, и если не согласны, напишите аргументированный комментарий, но лучше после просмотра ролика. При Сталине было построено более 1500 крупнейших индустриальных объектов, в том числе Днепрогэс, Уралмаш, ГАЗ, ЗИС, заводы в Магнитогорске, Челябинске, Норильске, Сталинграде. За время его руководства в течение 30 лет аграрная, нищая, зависимая от иностранного капитала страна превратилась в мощнейшую военно-индустриальную державу мирового масштаба. Но это все как раз факты, общеизвестные. А мы подготовили для вас топ-10 сталинских проектов, о которых стоит вспомнить сегодня. Невиданные темпы восстановления страны и роста экономики. В конце 50-х аналитики предсказывали, что вскоре СССР может опередить все развитые страны. На Западе подсчитали, если производство в сталинской России сохранит темпы роста, то к 1970 году его объем в 3-4 раза превысит американский. В журнале National Business за 1953 год писали, что СССР по темпам роста экономики опережает любую страну, в том числе США. Кстати, первая в мире атомная электростанция у нас заработала на 2 года раньше, чем в США, и на год раньше, чем в Англии. Кстати, и продовольственные карточки после войны в СССР отменили раньше, чем в Великобритании. Кто об этом помнит сегодня? Кстати, если не смотрели наш ролик про артели, с помощью которых и был осуществлен этот рывок, то ссылка на него будет на экране и в описании к этому видео. 5-часовой рабочий день и снижение цен. В 1952 году Сталин предложил установить 5-часовой рабочий день. Он хотел, чтобы освободившееся время люди тратили на семью, образование, творчество, повышали свой культурный уровень. Он считал, что счастье человека – высшая цель государства. В СССР продолжительность рабочего дня была 7 часов. И это при том, что в конце 19 века люди работали на заводах по 14-16 часов. В царской России Николай II буквально под давлением бастующих установил первую норму рабочего дня – 11,5 часов. Советские ученые сталинского периода говорили о неизбежности и дальнейшего снижения рабочего времени. По их оценкам, уже к концу 20 века для сохранения достигнутого уровня жизни при рациональной организации работ было бы достаточно всего 4-часового рабочего дня. Было бы неправильно думать, что можно добиться такого серьезного культурного роста членов общества без серьезных изменений в нынешнем положении труда. Для этого нужно прежде всего сократить рабочий день, по крайней мере, до 6, а потом и до 5 часов. Ввести 5-часовой рабочий день Сталин не успел, а вот его план по постоянному и поэтапному снижению цен был реализован. Цены на основные продукты питания за 5 послевоенных лет в СССР снизились более чем в 2 раза, в то время как в крупнейших КАП-странах эти цены возросли и в некоторых даже в 2 и более раз. Создание советской элиты и социального лифта. Значительная часть старых специалистов эмигрировала. Перед страной встала задача создания собственной научной, творческой, технической элиты. И эта задача была блестяще решена в кратчайшие сроки. Бывшие беспризорники, дети рабочих и крестьян становились академиками, светилами науки, медицины, разрабатывали ядерные технологии. Были созданы творческие союзы, что позволило поднять на высокий уровень литературу, театр, кино. Дворцы творчества, дома культуры были отданы детям, любой ребенок бесплатно мог посещать кружки и студии. Сталинская система образования до сих пор считается одной из самых эффективных в мире, причем это касается и школьного образования, и высшей школы. Город-сад.
Страна только поднималась после разрухи. Большинство людей или вовсе не имели жилья, или жили в коммуналках. А в это же самое время архитекторы разрабатывали проект под названием «Город-сад», который предусматривал строительство максимально комфортных для жизни городов, утопающих в зелени и снабженных всем необходимым для жизни человека как в материальном, так и в духовном плане. Но этому проекту так и не суждено было осуществиться. Защитные лесополосы и строительство искусственных водоемов для увеличения урожаев. Если бы не этот комплексный проект, значительная часть плодороднейших почв степной зоны была бы погублена жаркими суховеями и эрозией. План по выращиванию лесных массивов для защиты полей не имел аналогов в мире. За 15 лет предполагалось высадить более 4 миллионов гектаров леса и создать государственные полезащитные полосы протяженностью более 5000 километров. Кроме них, высаживались и лесополосы местного значения. В первый же год реализации этого плана удалось повысить урожайность зерновых на 30%, овощей на 70%, кормовых трав на 200%. Кроме того, создавались пруды, каналы и другие искусственные водоемы. Был применен научный подход обработки почв. Целью этого проекта было полное закрытие внутренних потребностей страны. И несмотря на это, что в 1953 году Хрущев свернул этот проект и закрыл около 500 лесозащитных станций, мы и сегодня видим многочисленные лесные полосы вдоль полей. Создание уникального семенного фонда и урожайных сортов. Эта работа была начата еще в довоенные годы. Снаряжались экспедиции не только во все регионы СССР, но и во многие страны мира. В блокадном, голодном Ленинграде этот фонд семян берегли как зеницу ока. В послевоенные годы созданные при Сталине отечественные школы селекционеров были выведены уникальные сорта зерновых, которые не боялись морозов и по урожайности в несколько раз превышали ранее существующие сорта, что позволило решить проблему обеспечения страны хлебом. Трансполярная магистраль. В 1947 году началось грандиозное строительство, в котором было задействовано более 80 тысяч человек. Речь идет о железной дороге, которая должна была связать Предуралье, станция Чум, с Игаркой и далее с Дудинкой, пройдя через Салехард. От Дудинки до Норильска железная дорога уже была. За 5 лет план был почти осуществлен и даже начали ходить поезда. Исключение составлял небольшой участок между Пуром и Новым Уренгоем. Также было установлено телеграфное сообщение. Ученые занимались разработкой проектов по эффективному освоению Севера. В 1953 году дорога была не просто заброшена, уничтожалась техника, под воду ушли десятки паровозов. Эта история окутана и мистическим ореолом, ее прозвали «мертвой дорогой», с нею связано множество местных легенд. В 2018 году было принято решение восстановить трансполярную магистраль. Создание Большого океанического флота. Эта программа была развернута еще в довоенные годы. Согласно десятилетнему плану строительства кораблей ВМФ на 1938-1947 годы на отечественных судоверфях планировалось построить крупные океанические лайнеры, а в плане, продленном до 1955 года, еще и 9 авианосцев, снабженных авиагруппой из 40 боевых машин. Параллельно с этим создавался флот для научных целей, прежде всего для исследования полярных областей. Однако Хрущев уже к 1954 году практически полностью свернул этот проект. Туннельный переход на Сахалин. Звучит фантастически. Но между тем этот сталинский проект, в ходе которого планировалось проложить более 500 километров железнодорожных путей и построить 10-километровый тоннельный переход от мыса Лазарева к мысу Погиби, существовал не только на бумаге. Уже к весне 1953 года было построено 120 километров железной дороги и прорыта шахта, необходимая для строительства тоннеля. Надо ли говорить, что с приходом к власти Хрущева строительство было прекращено? Главный Туркестанский канал. Это был один из крупнейших послевоенных проектов, призванный обеспечить водой пустынные и засушливые районы Средней Азии. По плану протяженность канала должна была составить 1200 километров, что более чем в 5 раз превышает протяженность Беломорско-Балтийского канала. В плане стояло и строительство тут 3 крупных гидроэлектростанций. К моменту смерти Сталина успели построить лишь одну железнодорожную ветку. Проект был свернут. Позднее был построен Каракумский канал, значительно уступавший по своей протяженности и масштабам Туркестанскому.
По прошествии многих десятилетий можно оценить масштаб личности, но сложно понять реальные внутренние механизмы, побуждающие человека поступить так или иначе. Все это говорит о том, что мы не можем вычеркивать из своей истории целые страницы. Это наша история, со всеми нашими взлетами, падениями, свершениями и ошибками. И знание нашей истинной, объективной, не переписанной в угоду чьим-то интересам истории делает нас сильнее, потому что это наши корни, а без корней не может существовать ни цветок, ни дерево, ни страна. Для людей старшего поколения, тех, кто победили в самой страшной войне, Сталин – воплощение этой победы, самая мощная фигура современности. Человек, поднявший страну из руин, сохранивший в людях дух народа-победителя, народа-созидателя. По опросам россиян, вот уже который год советский вождь занимает первые строки в списке самых выдающихся людей, сыгравших ключевую роль в истории России. Летом 2021 года по инициативе фонда «Русский Витязь» планируется установить памятник Сталину под названием «Генералиссимус Победы» на одной из центральных набережных Волгограда, бывшего Сталинграда. Место выбрано не случайно, ведь Сталинградская битва стала поворотным моментом в Великой Отечественной войне. На счету фонда несколько успешных реализованных проектов, среди которых памятник Ивану Грозному в Александрове и скульптура князя Святослава Храброго в подмосковном Серпухове. Приглашаем всех, кому не безразлично восстановление исторической памяти страны, поддержать этот проект. Вы сможете прямо сейчас перейти на сайт фонда и по желанию внести пожертвование. Ссылка на него будет в описании к этому видео. Сегодня информация становится инструментом воздействия номер один. Недаром же мы живем в эпоху информационного бума, информационных противостояний и войн. Как и любая энергия, информация может быть и созидательной, и разрушительной. На нашем канале собраны уникальные материалы о нашей культуре, о знаниях наших предков, направленные на гармонизацию человека, его семьи, окружающего пространства, рода, народа. В последнее время YouTube противодействует распространению таких материалов, и нашим роликам все сложнее пробиваться к вам сквозь толщу информационных пустышек и негатива, несмотря на то, что число наших подписчиков постоянно растет. Если вы дышите с нами одним духом, поддерживайте наше развитие, проверяйте подписку на наш канал, включайте колокольчик, делитесь нашими выпусками с друзьями и единомышленниками, оставляйте комментарии, подписывайтесь на нас в других соцсетях. Мы оставим все ссылки в описании и будем благодарны вам за поддержку. Вместе мы — созидание, возрождение и, конечно же, осознание.